Здравствуйте, гости и подписчики моего канала. С вами на связи врач Носова Елена. И сегодня я хочу вам рассказать про всем известную бактерию, о которой ходит много самых разных, противоречащих друг другу мнений. Итак, представляю вам сегодня Helicobacter pylori. Обнаружена эта спиралевидная бактерия в слизистой желудка уже давно, еще в 1875 году немецкими учеными. Потом эту бактерию обнаруживали у больных с язвенной болезнью желудка и польские, и российские, и итальянские врачи. Но роль в развитии различных патологических состояний желудка 12-перстной кишки была доказана уже спустя столетия. В 1985 году австралийскими учеными Маршалом и Уорреном. И чтобы убедить научный мир в том, что именно эта бактерия вызывает эрозивный гастрит, язвенные процессы в желудке, Маршал, он выпил чистую культуру из чашки Петри, заразил сам себе, ну и затем сам себя вылечил. То есть представляете, на какие жертвы иногда идут ученые. Теперь встает все-таки вопрос, как же мы заражаемся этой бактерией. Helicobacter pylori попадает в желудок со слюной через пищу, через поцелуи, через питье из одноразовой посуды, да, загрязненной пищи, недостаточно простерилизованный медицинский инструментарий. Даже если зонд, который глотает человек при фиброгастродоноскопии, если он не одноразовый, то опять же есть возможность себе заполучить хеликобактер. Но попав к нам в организм, любой микроорганизм должен еще уметь прицепиться, да, для того, чтобы выжить в агрессивной кислой среде желудочного содержимого. Так вот, что же делает хеликобактер и в чем ее уникальность? В желудке у нас всегда есть небольшое количество мочевины. Мочевина – это один из продуктов обмена белка. Это вещество, которое должно выводиться из нашего организма, и выводится она из крови путем через желудок и кишечник. Хеликобактер, вы видите, да, на этом слайде, выделяет много разных самых веществ и ферментов, и цитотоксинов, и экзотоксинов. И это очень приспособленная бактерия. И в частности, у нее есть фермент уреаза. Этот фермент из мочевины образует аммиак, который имеет щелочную среду и щелочную реакцию. Тем самым нейтрализует соляную кислоту. Для чего? Для того, чтобы создавать себе благоприятные условия, для того, чтобы внедриться, да, и размножаться. То есть пришла со своей лопатой хеликобактер и домик на чужой территории и построила. Еще один фермент, который продуцирует эта бактерия, этот фермент называется муциназа. Муциназа разрушает белок муцин в желудочной слизи и разжижает эту слизь. А муцин, как мы знаем, это защитный белок, и он защищает слизистую желудка от повреждающего действия соляной кислоты и пепсина. То есть в норме у нас есть. Но благодаря этому ферменту он разрушается. Благодаря этому Helicobacter pylori проникает в защитный слой слизи и прикрепляется к эпителиальным клеткам слизистой оболочки в антральном отделе желудка, обычно называют пилорическим отделом, отсюда и название Helicobacter pylori. Далее она размножается, заселяет всю слизистую оболочку в антральном отделе. Кроме того, выделяет много различных других ферментов. Это все вызывает воспаление слизистой, и, соответственно, все эти вещества, они мешают заживлению слизистой. Кстати, хочу обратить внимание людей, у которых есть зубной камень. Если вы не делаете вовремя профчистку, то вы тоже в группе риска тому, чтобы заразиться, не заразиться, а чтобы заполучить себе хеликобактер, который будет выделять уреазу и который будет разрушать слизистую желудка. Потому что при наличии зубного камня происходит нарушение микрофлоры, в том числе благоприятное условие для хеликобактер. Поэтому, пожалуйста, об этом помните и следите за гигиеной рта, вовремя делайте профчистку. Дальше питается эта бактерия мочевиной и выделяет аммиак, который продолжает дальше защелачивать кислую среду желудка, и аммиак действует на эндокринные клетки, усиливая продукцию гормонального вещества гастрина, и снижает продукцию соматотропина. В результате всего этого
усиливается секреция соляной кислоты, при этом муцина мало, слизистая становится легко ранимой, и вот эти вот вещества, цитотоксины, они также повреждают слизистую оболочку и может привести к развитию эрозии и язвенной болезни. Если цитотоксины не выделяют, то язва не образуется, но тогда у человека возникает состояние, которое называется хроническим гастритом. То есть вы видите, да, в чем коварство хеликобактер. Сама она живет в щелочной среде, да, и сама же создает условия для своего проживания. Вот. Но компенсаторно стимулируется выработка соляной кислоты, возникает состояние гиперсекреции. Вот поэтому чаще всего связывают хеликобактерную инфекцию с повышением секреции желудка, и по этой причине назначаются различные антоцидные препараты, в том числе ингибиторы протонной помпы, которые назначаются для того, чтобы подавить секрецию желудочного сока. Но, как вы понимаете, вот организм просто так ничего напрасно не будет тратить свою энергию, да, и выделять зачем-то больше соляной кислоты. На самом деле она нужна, но это как раз и выполняет защитную роль, чтобы бороться и с паразитами, да, которые мы, возможно, закладываем, и с различными другими бактериями, которые мы можем заполучить извне. В том числе с хеликобактером она борется. Поэтому зачем вот, да, снижать кислотность и создавать еще больше условий для того, чтобы хелик размножался. И сейчас считают, что хеликобактер пилори, обвиняют его в развитии язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, рака желудка, рака пищевода, вот, в том числе при злокачественных вот опухолях, аденокарциноме и экстранодальной Б-клеточной лимфоме. Вот. Но я хочу сказать, что до конца этот вопрос не изучен, да? То есть вызывает хеликобактер эти состояния, или он просто там выявляется, как бы он там находится и наблюдает за тем, что происходит со слизистой желудка, потому что есть для этого хорошие условия, чтобы находился хелик. Вот. И гастроэнтерологический мир сейчас разделился на два лагеря. Одни категорично отрицают роль хелика в развитии этих болезней, вторые призывают всех подряд лечить антибиотиками. Есть статьи, в которых авторы утверждают, что хеликобактер пилори является нормальной составляющей здоровой микрофлоры человеческого организма, и что хеликобактер снижает риск заболеваний астмой, уменьшает вероятность аллергии, атопического дерматита, экземы и так далее. Кстати, в тропиках, опять же, хеликобактер выполняют защитную роль, чтобы человек не заразился какими-то тропическими кишечными инфекциями. Вот. И другие же врачи, они считают, что лучший хеликобактер – это мертвый хеликобактер, поэтому всех травить антибиотиками. Гастроэнтерологи всего мира сошлись во мнении, что бороться с хеликобактер пилори все же с тем же размахом, как борются эпидемиологи, все же неразумно. И чтобы полностью сжить со свету эту бактерию, антибиотики придется прописывать тогда каждому второму. Вот, потому что на сегодняшний день доказано, что 60% людей являются носителями хеликобактера. Но если всем подряд или даже каждому второму назначать антибиотики курсами, да, то возникает масса побочных эффектов, масса побочных состояний, в том числе такое грозное состояние, которое может привести даже к летальному исходу, как псевдомембранозный колит. Да, то есть это острое воспаление кишечника, толстого кишечника. И вот вы видите эту цитату из журнала «Медицина», 4 выпуск за 2019 год, что дискуссия об истинной роли хеликобактер пилори продолжается до настоящего времени, так как окончательно не установлено, является ли данный микроорганизм инициатором, триггером или просто свидетелем разнообразных патологических изменений в различных органах. И вот вы видите на этом слайде симптомы хеликобактериоза. Они достаточно неспецифичные, то есть их можно, эти жалобы могут предъявлять люди как носители хеликобактер, как люди, у которых агрессивные штаммы хеликобактер, так и люди, у которых его не выявляют. Ну, это следующие такие признаки.
Вот. Человека может беспокоить боль в желудке, да, вот чувство переполненного желудка, такое чувство тяжесть. Вот, то есть малыми порциями человек может насыщаться. Это может быть неприятный привкус во рту, может быть изжога, тошнота, отрыжка, может отсутствовать аппетит или он снижен. В связи с этим человек может худеть. Также повышенная кровоточивость десен и много других признаков. Да? И дебаты светил медицины, они на сегодняшний день оформились в Maastrichtский консенсус по проблемам хеликобактериоза. И этот консенсус уже претерпел на сегодняшний день 5 пересмотров. И по последним данным, у кого же нужно искать хеликобактер пилори, то есть, не у всех же, да, людей подряд. То есть его нужно заподозрить, если человек принимает, допустим, самостоятельно или по показаниям уже длительно ингибиторы протонной помпы, но они совершенно человеку не помогают. Но я сразу скажу, что вообще бесконтрольный прием любых препаратов, которые снижают кислотность, вот не рекомендую. На самом деле она и так с возрастом снижается, особенно вот у женщин. У мужчин как-то еще больше ресурс более сохранен в плане кислотности. А так с годами она снижается. Представьте, да, если она и так снижается, да мы искусственно снижаем ее препаратами, то, соответственно, возникает гипоацидное состояние, которое приводит, проблема верхнего этажа, это всегда будет по нисходящей по всему пищеварительному конвейеру, будут нарушения, и с которыми потом очень сложно бороться. Вот. Потом, когда нужно еще заподозрить, если труднокомпенсируемый железодефицит, тоже нужно задуматься. Также в рамках общей диспансеризации всем, даже если нет никаких жалоб, если нет боли, в принципе, раз в 7 лет рекомендуется делать плановую гастроскопию по показаниям биопсию с целью выявления бактерий. Обязательно также нужно заподозрить хеликобактер людям, у которых есть родственники с раком желудка или рак какого-то другого отдела желудочно-кишечного тракта в анамнезе. Если во время исследования выявлены дисплазии желудка, кишечная метаплазия, атрофический гастрит, также нужно хеликобактер пилори искать. И как же выявляется хеликобактер? Все существующие для обнаружения хеликобактер пилори диагностические тесты можно условно разделить на две группы – инвазивные и неинвазивные. Ну и несколько особняком стоит ПЦР-диагностика, поскольку ее можно осуществить как в биоптатах слизистой оболочки желудка инвазивно, так и в фекалиях больного. Но это уже тогда неинвазивный метод. Какие? То есть в качестве первичной диагностики инфекции является самый достоверный, это гистологический анализ. То есть берется 4 биоптата, по 2 из антрального и из тела желудка, а затем применяют специальные методы для выявления. Это при проведении эзофагофиброгастрододеноскопии. То есть она делается с биопсией с разных мест, из 4 мест. Кроме того, неинвазивные тесты – это серологические тесты. Какие преимущества у них? Они, во-первых, доступны абсолютно всем пациентам, не сопровождаются выраженным дискомфортом, стрессом при проведении процедуры. То есть это просто инъекционный метод забора крови. И важно понимать, что серологические методы не используются после антихеликобактерной терапии. Вот. Кроме того, это уреазный дыхательный тест, также неинвазивный метод. Он помогает выявить даже низкие концентрации возбудителя. У него тоже есть свои преимущества. Во-первых, он также безопасен, не сопровождается радиоактивной нагрузкой на пациента. Вот. При использовании тестовых растворов мочевины, которые мечены нерадиоактивными изотопами, и оценивается общий процент бактерий на всей поверхности слизистой желудка. Он удобен для пациентов, потому что, опять же, неинвазивный метод считается достаточно точным диагностическим исследованием. Вот. Хорошо также себя показывает для оценки эффективности уже проведенной эрадикационной терапии. И еще один метод – это гастропанель. Определяется 4 биомаркера венозной крови. Это специфические белки пищеварительного тракта, пепсиноген-1 и пепсиноген-2 и гастрин-17, а также антитела класса G хеликобактер пилори. Этот тест один из самых чувствительных тестов для диагностики хеликобактерной инфекции. Отрицательный результат – это практически 100% того, что хеликобактера нет.
Итак, если выявили хеликобактериоз, да, что нужно делать дальше? То есть лечить или не лечить? И вот в соответствии с этим консенсусом эрадикация, да, или уничтожение хеликобактер пилори настоятельно рекомендуется в следующих состояниях. Если это есть атрофический гастрит, если есть язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстная кишки, да, если у человека удалили опухоль желудка, если установлен диагноз мать-лимфома, это такое новообразование желудка, если у ближайших родственников есть рак желудка, ну также по желанию после подробной консультации. В других же случаях только врач, исходя из каких-то индивидуальных данных пациента, решает вопрос о целесообразности антихеликобактерной терапии. Конечно, методы эрадикации, они состоят из двух антибиотиков, ингибиторов протонной помпы и соединения висмута. Это все эффективно, но все же нет стопроцентного излечивания. Эти методы лечения, они могут вызвать массу побочных эффектов, в том числе, как я назвала это состояние, псевдомембранозный колит, который связан с инфекцией Clostridium difficile и чрезмерным ростом кандиды. Вот. При лечении хеликобактер традиционно назначаются высокие дозы антибиотиков длительно. И поскольку эти бактерии живут колониями, они защищены специальной пленкой, поэтому и назначаются высокие дозы, чтобы хоть какая-то часть могла проникнуть в эти колонии и убить. На самом деле это очень токсично, это такой гепатотоксичный большой эффект, да, то есть повреждение клеток печени, большая нагрузка для почек. Кроме того, уничтожение полезной микрофлоры кишечника. Вот. И сразу хочу сказать, что ею можно заразиться вновь. Даже если вы полностью избавились и решили вот отпраздновать отрицательные результаты обследования в любом, да, ближайшем ресторане, то вы вновь можете заразиться ею в этот же день. Или вы пришли в гости к знакомым и выпили с их чашки, пожалуйста, опять можно заразиться. То есть суть не в том, чтобы полностью избавиться от хеликобактера, а в том, чтобы успокоить, да, снизить вот общее количество, снизить агрессивные свойства этой бактерии. Важно заняться укреплением слизистой желудка, также работать над улучшением кислотности желчного сока, над выработкой достаточного количества ферментов, желчи, желчных кислот, и чтобы имеющиеся бактерии не смогли прикрепиться к стенкам желудка и начать там рост. Поэтому есть более безопасная программа работы с хеликобактером, ну и вообще со всем реабилитацией желудочно-кишечного тракта пошаговая, поэтапная. Как при любом обострении проблем, да, желудочно-кишечного тракта, обязательно соблюдение диеты, то есть щадящая, небольшими порциями, измельченная, да, ну и так далее. По питанию, в зависимости от сопутствующей патологии, это отдельный разговор. Конечно, должно быть больше клетчатки, там, либо термически она должна хотя бы вот в степени альданта, да, но желательно даже в период обострения диета щадящая, то есть минимум сырых продуктов. Хорошо сок капустный, вот кисели использовать, овсяный, например, кисель, чаи, да, травяные, клюква, гвоздика. Если нет стадии обострения, то хорошо очень принимать, использовать каенский перец. То есть он способствует как раз, стимулирует бакаловидные клетки, которые вырабатывают слизь защитную. Вот. И очень хорошо помогает как альтернатива традиционному назначению антибиотиков. Это препараты натуропатического ряда, такие как коллоидное серебро, паударка, кора муравьиного дерева, Herbal HP Fighter, это специальный продукт для борьбы с хеликобактер, солодка, дивисил. То есть у этих перечисленных мной продуктов широкий антибактериальный спектр действия, противовирусное, противогрибковое, улучшает состояние слизистой. Также провитамины, каротиноиды, хлорофилл, синбиотики. И, конечно же, также физическая нагрузка, адекватно умеренная, аэробная, которая будет помогать улучшать ваш метаболизм,
будут доставлять кислород, да, улучшать доставку кислорода, улучшать периферическое кровообращение, микроциркуляцию, повышать количество митохондрий, а соответственно повышать уровень энергии и уровень вашего здоровья. Я думаю, что вы получили для себя ответы в ходе моей лекции. Если есть еще какие-то вопросы, пишите в комментариях. Если есть желание со мной поработать как с врачом, обращайтесь на консультацию. Быть рада вам полезной. Подписывайтесь на мой канал. Я в будущем подготовлю для вас много другой полезной информации. Будьте здоровы!